Привет, 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 песеры, с вами Морж. Решил я вчера денечек, так сказать, отдохнуть, потому что каждый день выкладывать ролики достаточно напряжно, но возвращаюсь с новыми силами, так сказать. Много новостей у нас вообще, в принципе, потому что происходит вокруг. Вроде уже как бы для пользователей из России YouTube блокировать будут, поэтому, надеюсь, вы все запаслись VPN-ами. Ну, а те, кто не в России, сможет меня, конечно, смотреть и без этого всего. Просили вы обзор на Гави, собственно, карточка перед вами, 83 на первом уровне, 99 на максимальной прокачке, позиция центральный полузащитник, 173 сантиметра, 16 лет ему, 70 килограмм веса и стиль креативный плеймейкер, который на его основной позиции работать будет. Скорее всего, название этого ролика будет что-нибудь, тот же Педри, только Гави, вот скорее всего что-то типа такого, потому что действительно они нереально похожи. Смотрите, здесь тоже есть, в принципе, очень даже хорошее умение атаковать для его позиции. Есть потрясающий контроль мяча, скорость дриблинга, удержание, пас низом, неплохой в принципе пас навесом, но при этом реализация еще хуже, чем у Педри, головой тоже играет хреново, штрафные бьет хреново, подкрутка 83 мало, при этом есть хоть кое-какой корпус, у Педри и этого не было, тут хотя бы 80, чуть-чуть что-то там может в защиту, прыгать особо не умеет, при этом отличается идеальным балансом, скоростью и замечательным ускорением. 92 выносливости на позиции центрального полузащитника в принципе неплохо. Есть классная слабая нога 3-3 и херовая физическая форма 4. По навыкам: финты, обводка двойным касанием, марсельская рулетка, проброс между ног с разворота. Также есть введение подошвой, игра пяткой, пас в касание, пасы в разрез, подкрутка шведкой, хитрость и боевой дух. Я думаю, сами видите, что чего-то здесь не хватает. И этого чего-то действительно очень сильно не хватает. Поэтому давайте переходить на поле, буду рассказывать, что ж с этим-то товарищем в нашей игре делать. Ну что ж, ребят, перед нами уже очередной, какой по счету, чистый распасовщик от Барселоны. Реально, Педри, Гави, Хави, конечно же, Иньеста, блин, распасовщик на распасовщике, распасовщиком погоняет. Понятно, что это все зависит именно от стиля игры Барселоны, от этой тики-таки, и само собой Konami нам пытаются сделать игроков, которые типа отражают их функции в реальной жизни. Но мне кажется, что все-таки в игре, наверное, есть какие-то вещи, как балансные характеристики, и, ну, я не думаю, что найдутся люди, которые такие: блин, вы ему удар нормально нарисовали, вот, а на самом деле удара у него нормального нет, вообще Konami, все, дизлайк, отписка, все, я в вашу игру играть не буду, потому что вы вот так вот сделали. Наоборот, мне кажется, пользователи поприветствовали бы, чтобы игроков балансили чуть по-другому, потому что, к сожалению, мы все играем в игру. В игре есть условности. И вот то, что я часто повторяю, тот же рост, тот же корпус, это условность нашей игры. То есть условный игрок, там, не знаю, с рейтингом 85 и ростом 1,50 м будет гораздо слабее, чем такой же игрок с такими же статами, но ростом 1,95 м. И с этим ничего не поделаешь. При этом рост как бы не считается плюсом к рейтингу, так сказать. Рейтинг при одинаковых статах и у одного, и у второго будет одинаковый. Но при этом, насколько эти игроки по-разному будут играться и насколько второй будет лучше. Так что же у нас по Гави? Ну, смотрите, если вы действительно умудряетесь катать полнейшую тики-таку, то, конечно, вам этот игрок подойдет. Но просто будьте готовы. Педри, ладно, Педри еще хотя бы атакующий полузащитник. Гави у нас центральный полузащитник, а центральный полузащитник в любом случае должен отрабатывать в защите, ну, потому что без этого абсолютно никак. И при том, что умение защищаться 74, отбор 78, агрессия 85, то есть, ну, хоть что-то может. Сами понимаете, при росте 173, при корпусе, который у нас 80, действительно, пользы он приносить будет мало. При этом ни одного навыка на защиту у него нет. У него нет ни перехвата, у него нет ни отбора, у него там акробатического выноса нет, ну, тут понятное дело. Короче, в защите он будет как и Педри. Ну, Педри только с позиции атакующий полузащитник возвращается в защиту и жжет выносливость. А Гави будет с позиции центральный полузащитник возвращаться, сжечь выносливость и, собственно, не особо чем-то хорошим помогать. Я когда говорю про лучших атакующих полузащитников для меня, ой, не атакующих, центральных, конечно же, в нашей игре, это без вариантов Матеус от Интера с прекрасным стилем от штрафной до штрафной, а у Баварии дирижер, поэтому мне он не особо нравится. Это, конечно же, Джерард, это он недавно вышедший Гравенбех, который просто нереальный, до сих пор я просто кайфую от игры за него. Вот это полузащитники, которые помогут и в атаке, и в защите, и все это дело будет очень даже хорошо. Гави же, к сожалению, поможет, ну, по сути, только в атаке, и чаще всего только пасом. Великолепные показатели паса, плюс навыки на пас, конечно же, здесь у нас пас в касание, у нас здесь пас в разрез, но при этом реализация 79, ну,
вообще никуда. Да, вот какие-то голы забивать он, конечно же, будет. В принципе, наверное, из реализации 50 можно забивать какие-то голы, но вопрос, сколько тебе попыток на забивание этого гола будет нужно. Конечно, классно. Он управляется со своим телом, 99 баланса, максимально быстро крутится, быстро разгоняется, быстро бежит. Есть двойное касание, есть марсельская рулетка, которую вы сейчас видите на своем экране, вот такой вот красивый уходик. И, конечно, можно немножко поиздеваться над игроками противника. Но, опять же, здесь у нас включается наш онлайн, который лагает, который не всегда... Твои касания учитываются, и поэтому мяч терять можно просто изи и пороть атаку, хотя ты пытался просто красиво разыграть. Поэтому, к сожалению, я все еще считаю, что в онлайне особо не пофинтить. Иногда можно, когда идеальное соединение, но у меня, по крайней мере, не слишком уж часто так бывает. Поэтому, к сожалению, это я его сильной стороной бы не назвал. По выносливости, ну, где-то к минуте 80 он у меня помирал, но... Не знаю, центральных полузащитников я особо не меняю, да и в принципе мой опыт игры подсказывает, что в основном люди меняют атакующих полузащитников и центральных нападающих, чтобы в конце матча, собственно, на свеженьких игроках, может быть, как-то сломить ход поединка. Вызывает ли он у меня какие-то прям положительные чувства? Да, на самом деле нет. Единственный прикол, конечно, да, то, что он 99 рейтинга, и при этом он на позиции, как бы, не на позиции, а имеет золотой цвет мяча. И если вы, допустим, играете турниры с золотыми мячами, то, конечно, он вот в золотые мячи станет прекрасно. Но в команде с максимальным составом и... максимальными амбициями я бы, если честно, его не использовал. То есть, действительно, когда у нас есть Джерард, когда у нас есть Матеус, когда у нас есть Гравенберг, если вы, конечно же, его поймали, они будут интереснее, они принесут вам гораздо больше пользы на поле. Тем не менее, если, опять же, тики-така это прям ваше, если ты с финтами как рыба в воде, то тебе он, скорее всего, подойдет. Но хочется у тебя спросить, если ты вот так вот играешь, то ты понимаешь, что и Джерард, и Матеус тебе подойдет, и они еще и другие функции будут выполнять. Так что какого-то смысла от него я, к сожалению, не вижу. Наверное, за то, что золотой мяч, за то, что Барселона, потому что партнер, он будет пригождаться в матчдеях, за то, что Испания тоже будет пригождаться в матчдеях. Семерочку какую-то условную можно было бы ему ставить. Но для меня, честно скажу, это не игрок с рейтингом 100. От 100 ты ожидаешь какого-то вау. Ну вот я, по крайней мере, ожидаю. Если я вижу игрока с рейтингом 100, то он должен быть прям в чем-то неимоверно хорош. У нас здесь, как и Педри, хорош в пасе, который, я как и говорил, так буду продолжать говорить, я уверен, что больше зависит лично от тебя. Увидел ли ты тот момент, когда нужно отдать передачу, а потом уже игрок отдал или не отдал. Даже с пасом 99 иногда идут просто такие корявые какие-то штуки, что просто удивляешься и не понимаешь. Так что... К сожалению, я считаю, что карточка не представляет интереса в нашей игре. Ну а твое мнение почитаю с удовольствием в комментариях. На этом буду прощаться, ребят. Как всегда, как всегда, пока-пока.